Друзья, всем привет! В этом видео про отсушку бутонов на цветоносах орхидей и остановку растущих цветоносов. Буквально прям вчера мне одна из подписчиц в группе Архамания ВКонтакте написала вопрос: Георгий, вот такая вот беда произошла с орхидеями. Тянули мои орхидеи цветоносы, начали формировать бутоны, и потом одна орхидея полностью отсушила все бутоны, вторая орхидея остановила рост цветоносов. Что с моими орхидеями? Ну, конечно, в таких ситуациях я отвечаю, что я не Ванга и не могу ясновидением заниматься и сказать, что произошло с вашими орхидеями. Я всегда говорю, что нужно откатиться немножко на несколько дней назад, примерно от 2-3 дней до 6-8 дней. И вот в этот промежуток времени проанализировать, что происходило с орхидеями, выходящими за привычные рамки ухода за орхидеями. Потому что орхидеи сбрасывают, отсушивают бутоны. Уже на эту тему я не раз видео снимал, но вот в очередной раз я хочу на эту тему еще раз акцентировать внимание и немножко пояснить, чтобы новичкам было проще анализировать ситуацию, почему, что происходит в таких случаях, в каждом конкретном случае. И вот нужно посмотреть, что происходило, выходящее за рамки. Это могут быть перепады температуры, это могут быть нехватка, допустим, отключили освещение, либо вот даже были моменты в позапрошлом году уже, получается, мы наблюдали такую картину от перепада давления. Да, от давления замечал не только я, но и другие архаманы, что орхидеи останавливали рост цветоносов и отсушивали бутоны. То есть все, что угодно может происходить. От перестановки местонахождения орхидеи, то есть от полива, чрезмерной засушки, потом чрезмерного перелива, от неправильно подобранного подкормки, не той подкормки. В общем, причин может быть масса. Даже может быть такое вот просто индивидуально какой-то одной орхидеи не нравится там что-то, не хватает микроэлементов или еще какого-то отдельного момента. И вот мы ради эксперимента буквально 35 дней назад, друзья, прям вот 1 декабря это было, сегодня у нас 4 января, и вот 35 дней назад мы вместе с вами пересадили 5 орхидей. Кстати, сегодня мы посмотрим эти 5 орхидей, и еще 5 дней назад пересаживали подобным образом. На них тоже посмотрим, и я сделаю первый полив орхидеек. И вот одна орхидея. Вот, друзья, вторая орхидея. Мы эти 5 орхидей сажали в кору и кокосовые чипсы. И вот прошло с растущими цветоносами, то есть что их объединяло? Это все 5 подростков орхидей, все 5 на разных стадиях тянули цветоносы. На одной из орхидей уже начинал закладываться вот такие бутончики. Где она? Вот она, эта орхидея, вам тоже в экран ее сюда вставляю. И все 5 орхидей были одинаково посажены, и в одно место я их разместил, в одно место поставил со всеми условиями. И вот они сейчас, цветоносы всех 5 орхидей на ваших глазах. То есть вы видите, что ни одна из орхидей, цветоносы за эти 35 дней после пересадки, после чистки корней, после различных физических манипуляций с этими орхидеями, ничего с ними не произошло, по большому счету, такого глобального. То есть цветоносы продолжают тянуть, за маленьким одним исключением. У одной орхидеи у нас, значит, пожелтел один листик. Я вам сейчас его покажу. Вот у этой орхидеи, видите. Мы потом, когда они начнут раскрываться, отдельный уже большой такой обзор сделаю. А сейчас кот пришел. Ну что?
Не-не-не, я сейчас занят, извини. Вон твой стул свободный, садись. Я рядом поставил стул, иди залазь на него. Видите листик? Но этот листик, друзья, отсушивается, потому что из пазухи, где крепится этот листик, у нас растет вот этот вот новый цветонос, и он просто отрывает этот листик, видите? Поэтому он потихонечку усушивается. Это один момент. И второй момент, друзья, на одной из орхидей отсох бутон. Вот на этой вот орхидее, одной из 5, это нежно-фисташковый, желтый такой нежно-фисташковый биглипчик. Вот один из этих 5. И вот, друзья, несколько дней назад он начал его сушить и отсушил. И вот, друзья, я, значит, анализирую ситуацию, что я делал, какие манипуляции с этими орхидеями я проводил, и вспомнил, что прям буквально накануне до отсушки вот этого бутона я обрабатывал их, значит, средством Актары. Да, друзья, мы Актары опрыскивали. Один биглипчик я обрабатывал от мучнистого червеца, и оставался раствор в емкости. Я для профилактики опрыскал полностью всю коллекцию. И вот после этого действия один бутон орхидея отсушила. Видите, то есть она буквально через день-два начала его сушить после вот этой вот обработки. Возможно, не понравилось, что на бутоны попала вода, возможно, реакция на саму Актару, то есть вот такая вот индивидуальная какая-то особенность у этой орхидеи. Другие орхидеи, ни это, то есть ни остальные, ничего с ними не произошло. То есть как они растили свои цветоносы, так и растят. А я прям еще и целенаправленно прыскал, прям вот, знаете, чтобы и на бутоны попадало. Мне было просто интересно, как отреагируют эти орхидеи. Ну вот, реакция, прошло несколько дней, вот только -1 бутон засушен у одной орхидеи. Все с ними хорошо. Вот позавчера был полив этих орхидей. Все, они нормально себя чувствуют. То есть, вот по примеру вот этих вот 5 орхидей можно примерно сделать вывод, что по большому счету, большая часть орхидей, они уже настолько адаптированы, гибриды эти, что мало реагируют на какие-либо, ну как сказать, вмешательства в их жизнь, да, чтобы отсушила орхидея, ну реально там цветонос, либо кучу бутонов, это должно что-то такое произойти с орхидеем из ряда вон выходящее. В общем, друзья, я советую именно вот анализировать, какие за рамки выходящие события произошли с орхидеями, чтобы понимать, на что орхидея, именно та или иная орхидея среагировала. Так, ну что, я эти орхидеи вам показал, а теперь хочу показать 3 орхидеюшки и сделать сегодня первый полив орхидей, которые мы 5 дней назад пересадили в кокосовые чипсы и в керамзит. Вот они, я их поставил в мерные стаканы. Это мерные стаканы будут осуществлять скажите мне, роль кашпо. Но прежде чем полить эти орхидеи, я не нацедил, а отфильтровал воду. Я хочу перед поливом эти орхидеечки вспрыснуть тоником для поддержания иммунитета, для антистресса, для пышного цветения, в общем, с микроэлементами. Ну, 5 дней прошло, орхидеи вроде выглядят нормально. И пока я их не полил, пока они не начали впитывать воду, так, я сейчас их каждую поодиночечке вспрысну. Вот. Они уже, грунт подсох, в который мы их сажали. Вот так вот я их одну. Вот так вот вторую. И, друзья, третью. И после этого я их сейчас и полью. Поливать буду, друзья,
как я уже и показывал, рассказывал, быстрым способом. Собственно, поэтому я и сажал так, что берем воду, берем сам горшок, вот так вот, и за счет того, что у нас здесь кокосовые чипсы, которые моментально воду впитывают, это существенно сокращает полив. Так, орхидеи у меня вот раз, все, смотрите, горшок сразу тяжелый стал. Я вот, знаете, хочу провести как-нибудь эксперимент, разные грунты насыпать в горшки и вот так вот методом макания на определенное количество секунд засекать, взвешивать потом, сколько воды успевает взять грунт за определенное количество времени. Вот до рисочки на горшке я окунаю, и все. И он уже тяжелый, друзья. Все, буквально секунды. Вот. Этот грунт существенно облегчает уход в части полива. Вот так вот раз. И все. И все, он потом в кашпо сюда стекает. Все, друзья. А вот такое сегодня видео про бутоны, цветоносы и про полив с кокосовыми чипсами. Грунты с кокосовыми чипсами. Очень удобно и практично. Все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.